Добрый день, уважаемые любители шахмат. С вами сегодня Владислав Артемьев и Даниил Дубов. Мы хотим представить вашему вниманию различные шахматные позиции из мира кино, из литературы, возможно, из искусства. Для нас это, конечно, в новинку, такого раньше не было. А сегодня вот мы новую главу открываем, так скажем. Под пунктом 1 у нас картина «Шахматисты» и Пол Морфи. Это картина шахматиста, и Пол Морфи просто на нее смотрел, там тоже... А, да? Да. Вот, хорошо, что Даня поправил, я, честно говоря, не в курсе даже. У черных, на мой взгляд, очень много фигур. Позиция белых, конечно же, проиграна. А давайте посмотрим на детали этой позиции. Все-таки, если мы говорим про искусство, про этот жанр, то обращает внимание на себя наличие коней, наличие слонов. Как-то вот фигуры черных гармонируют между собой. Ладья на h5 тоже принимает участие в игре. Слон на b5 атакует. Позиция черных очень активна и огромный потенциал чувствуется. Интересно посмотреть на эту позицию. Глазами профессионалов она выглядит дико, потому что никаких шансов у белых нет. Даня, а ты что думаешь? Я просто к зрителям вот обращусь, чтобы вы понимали, кроме нас с Владиком сейчас в комнате 6 человек, из них 2 в фейспалме сидят вот просто уже где-то минуту. Ну, я думаю, что, в общем, да, у черных в хламину выиграно, можно снять половину фигур, у них останется выигранная. Ну, просто мем про эту позицию вроде такой, что якобы Морфи посмотрел на эту позицию на картине, и что он, по-моему, сказал, что он бы белыми спасся, что ли, или что-то в таком роде, но, в общем, мы можем видеть, что вряд ли, да. Дорогие друзья, приступаем к пункту под номером 2. Космическая Одиссея, 2001 год. Контекст у нас следующий. За основу была взята реальная партия Реш-Шлаге, Гамбург, 1910 год. В фильме искусственный интеллект, играющий черными, встречался против астронавта, который играл белыми. На 15-м ходу ход ферзь f3, следует красивейший ход. Искусственный интеллект предлагает сдаться, так как следует форсированный мат. Астронавт сдался. Ну, как часто бывает, да, это... Поставим. Да, очень эффектно, но абсолютно не обязательно. То есть белыми не ошибка сдаться после там прям любого легального хода. Но ферзь f3, да, действительно красиво. Ну, давайте по приколу ход предложу. Ферзь e6, идея конь h3, ферзь h3. Вот, и всего минус 10, да? Да, оценка, конечно, да, ужасает. Но после ферзь e6 черные могут сыграть по-разному. Ну, допустим, f. И угроза конь h3 заставляет белых сдаться или побить слон f3, конь f3, получить мат. Нет, ну, в общем, на самом деле, мы смотрим на это, конечно, глазами профессионалов, то есть это такая немножко искусственная красота, то есть все вот эти ферзь f3, это примерно там так же для нас абсурдно, как там, вот я знаю, там покеристы, когда смотрят фильмы про Бонда, там, что флеш-рояль собирается в одну карту, там, ну, тоже это, понятно, что сур. То есть тут, ну, проблема в том, что черные могут не ходить, наверное, да, и у них абсолютно выиграно, то есть ход h6, там, сром мат в6 белый да, получит. Безусловно, да. То есть, в принципе, когда у тебя выиграно любыми ходами и самыми простыми, вот играть на красоту считается, ну, признаком такого вот немножко неэтичного поведения до какой-то просто глупости. То есть, ну, можно, но не всем понятно зачем. То есть, это очень красиво, если ферзь f3 был бы единственным выигрышем. Тут выиграно, на самом деле, как угодно, поэтому, ну, это такая диаграмма с ферзь f3, это больше кликбейт такой, да, но, да, наверное. Но ход красивый. Ход красивый, да. Бегущий по лезвию. За основу в фильме бралась бессмертная партия Адольф Андерсон. Да, ну, эту партию, я надеюсь, ты видел, да? Может быть. Ну, какой последний ход в партии будет? Давай, удиви. Скажи, ладно, Владик. Если честно, совсем старые партии я практически не смотрел, но начиная со Стейниса видел. Угу. А это какой год примерно? Ну, это до Стейниса. До Стейниса. Вполне возможно, что пропустил эту партию, конечно. Так, хорошо. Значит, у нас королевский гамбит разыгран. Черные принимают так, вызов. Ну, в общем, так это никогда не закончится, ладно, я понял. Да, ну, что на самом деле b5 вот, ну, полный бред, но у них это тогда была главная теория, кроме шуток, считал, что это такое... Серьезно? Да, B5 да, это была теория, что контр-гамбит черный от чего-то там с идеей слон b7 или что? Ну, с идеей, что слон типа на f7 не нападает. Да, в общем, белые как-то действительно выиграли эффектную партию. Мне кажется, я задачу решал в принципе, белые выигрывали как угодно, известной партией стала, потому что вот после жертвы двух ладей. Да, такая вот ферзь f6 и слон e7. Ну, кстати, опять же, это очень красиво. На самом деле, опять же, ну, любой ход выигрывает. Ферзь бьет f7, можно победить. Практически любой. Да, но тогда люди как-то играли немножко, мне кажется, именно там на один результат часто, да. То есть там, если тебя атаковали, ты должен был все фигуры съесть и получить красивый мат. Защищаться по-человечески ты как бы морального права не имел.
Кроме шуток, на самом деле, то есть действительно люди так играли, что считал, что вот иду на вы, и если тебя уже атакуют, съедай все и получай красивый мат. Ну вот это, наверное, самая известная партия в истории шахмат, хотя вот Владик ее не знает. Вот, но на самом деле, да, ее назвали бессмертной. Вот у нас есть бессмертная, есть там какая-то, мне кажется, вечно зеленая, есть какая-то там еще, но вот эта бессмертная действительно довольно известная. Я в целом согласен с Даней, но хотел бы добавить, что, как правило, когда атакующая сторона выигрывает, и выигрывает красиво, есть ладья на доске, а здесь у белых ни одной ладьи, то есть тяжелые фигуры отсутствуют, остались только легкие фигуры, это впечатляет, конечно. Ну, более того, Красивая и ферзя нет, да, то есть так уж если говорить, ну Да, да, да. Очень, очень экономично, то есть у белых осталось 3 фигуры, не считая пешек, да, и они все участвуют в матовой атаке, но опять же, как вот мы говорили про Бонда, опять же, это вызвано только тем, что он просто только что отдал ферзя, на самом деле, то есть можно было там побить и дать мат ферзем, да, Да, конечно. Если бы не было хода ферзь бьет f7, в общем, для нас это выглядело, конечно, эффектнее намного, но и так неплохо получилось. Так, ну следующий поединок, конечно, радует своим названием «Из России с любовью». Контекст у нас следующий. Шахматный матч из фильма «Бондиана», «Из России с любовью». За основу взята реальная партия Бронштейн-Спасский 1960 года. Ну только не говори, что не знаешь, что такое Бондиана. А что это? Ну это фильмы про Бонда. Понятно. Там действительно... Не, ну Я просто... их практически не смотрел, кстати. Ну там и книжки есть, которые ты, вероятно, практически не читал. Конечно, Нет, конечно. ну просто на самом деле вот «Из России с любовью» это как раз там у него Так, где у нас? какое-то мега пересечение с советскими. Так, снова королевский гамбит разыгран. Ну, то есть вот эта партия, надо как-то, наверное, зрителям пояснить, что на фоне там предыдущих это уже, конечно, партия там двух профессионалов абсолютно нормальных и очень сильных. Она игралась в абсолютно нормальном, очень сильном турнире, это чемпионат СССР. Они, правда, играли какой-то, то есть это где-то на финише, они оба плохо шли. То есть там немножко игра Спасского была вызвана тем, что уже терять было нечего, там уже спортивная борьба по большому счету умерла. Но все равно, то есть все-таки для нас там, условно, Андерсон, для нас Владиком объективно этого уровня там шахмат в парке. А, ну, Спасский и Бронштейн, это, конечно, там Спасский просто чемпион мира, Бронштейн матч на первенство мира играл, то есть это, конечно, очень сильные шахматисты. И я хотел бы добавить насчет Спасского. Борис Васильевич был одним из первых универсальных шахматистов, то есть он примерно одинаково умел и атаковать, и защищаться, и эндшпиль вполне достойно разыгрывал. То есть это, ну, по современным меркам даже очень сильный игрок. Я думаю, что Спасский, ну, точно был бы наверху. А что касается Бронштейна, то у Бронштейна довольно... Да, тоже, кстати, мне кажется, был бы наверху, я не знаю, Бронштейн, мне Да, кажется, вполне очень возможно. недооценен. Ну, ладно, давай, У него наверное, стиль эти нестандартный профессиональные дебаты отложим там до лучших лучших времен. времен, Да, да, давай тоже просто хотел покажем, сказать. да. Так, значит, у нас такая гамбитная игра с обеих сторон идет. d5, ход известный, ед, конь... хотел сказать конь f6, но нет, слон d6. Конь c3, конь e7. Ну, давай жертву ладьи сразу покажем. В общем, Давайте, там, да. да, там были какие-то события. А6 странный ход. Черные получили, в общем, плотно хуже. Белые могли как-то спокойно пойти, не выпендриваясь. Да, вот на e2, да, просто можно было забрать. И вот как раз, да, что Спасский где-то в примечаниях как раз писал, что если бы эта партия была сыграна где-то в борьбе за медали, конечно, как-то поспокойнее, наверное, бы пошел. Вот, но тут, в общем, уже терять было нечего, и ситуация ему позволяла как-то сыграть эффектно. Да, теперь что у нас? Конь d6, черные забирают ладью. Ну вот черные в партии, да, черные не забрали ладью, Странно, черные в твоем стиле сыграли. Конь f8. Не, ну там конь f7 и белые дали мат, да, но что вот на самом деле можно было вроде, тут, по-моему, какой-то был выбор дальше, но вот была какая-то... Нет, я ладью забрал бы, ну, материал. Ну, ты здесь бы пошел конь f8 и также конь f7. А слон d6 почему нельзя? Нет, ну можно, но вот это вроде какая-то как раз... Просто считать нужно, да. Ну, там в смысле, что в конце CD, страшно, CD. то есть грозит ферзь h8, да, cd надо бить. Ладья лишняя. Ну, хорошо, сейчас шах, ферзь бьет g7, можно, по-моему, или да, вот шах. Ладья да. e1, да. Теперь вот король f6 какая-то, да, ладья e8, то есть надо Может, типа конь так. e5, ферзь b6 как-то. Ну да, и вот это он, наверное, оценил как безнадежное. А вот, допустим, ферзь b6, король h1, да? Ну, ты увидел, да, просто, да. Не, ну ферзь b6 хотелось пойти, да. Ну да. Не, ну на самом деле даже тут, то есть ферзь b6 ход, вот там Да. компьютер подсказывает, что не лучше, но даже здесь у черных, видимо, не сказать, что прям проиграно. Вот, но... Ну, опасно, да. Ну, Бронштейн в этом смысле как раз он тоже в каком-то роде, наверное, вот к этой школе там Морфи и компании относится, да, что уже если так жертвуют, надо как-то красиво проиграть. Ну вот тоже вот возвращаясь очень экономично, да, то есть профессионалы такие любят вот именно какие-то маты, где хотя бы... Симпатично. Да, где хотя бы там 25 способов дать мат не было.
Да, в партии Бронштейн шел слон f5, белые забрали. Ну и как бы помимо того, что у белых матовая атака, у черных материала не больше, то есть она теперь ведется бесплатно в целом. Так, ну что, мне кажется, очень хороший пример, показательный, и, конечно, он достоин быть в когорте лучших, то есть замечательная подборка. Но опять же, приятно нам, я думаю, Владик согласится, приятно нам, когда где-то вот в эти фильмы, сериалы, книги, что-то еще берут какие-то партии, ну, по крайней мере, имеющие отношение, да, к там более-менее профессиональным шахматам. В общем и целом я с Даней согласен. Единственное, я всегда рад, когда в целом про шахматы говорят, когда шахматы выходят из своего узкого мира. И мне, по большому счету, неважно, какая именно позиция в кино или в литературе, просто приятно, что шахматы ассоциируются с чем-то высоким, культурным и таким историческим. У нас была хорошая подборка, и завершаем пунктом 5. Шерлок Холмс, Игра теней. Шерлок играет черными, профессор Мориарти белыми. Так, конь Е3, да, значит? Ладья F6. У черных сильная инициатива, конечно. Слон F3. Вау, ферзь G3. Вот это ход. Вот это я понимаю уровень. Белые принимают вызов и, видимо, близки к тому, чтобы получить мат. Так, ладья F4. Да, в такой позиции сложно защищаться, но ладья F4 хотя бы с идеей перекрыться, ладья H4. Да, то есть на слон F1, ладья H4, да, как-то защищает от мата все-таки. Да, и, кстати, уже не очевидно. То есть похоже, что отбились. Так, и что теперь? Наверное, шаг, ферзь b3. Да, но взяли поле G3 у короля, да, и на Король H8, да. ферзь b7, слон F1. Ну, очень эффектно, да. То есть слон пошел на F2, чтобы не было хода король G3. Красивая партия. Красивая партия, действительно. Ну, кстати, когда было написано вот про, что за основу взяли партию Ларсена с Петросяном, это все-таки, мне кажется, концовку, да? То есть они как-то подогнали. Может быть. Я имею в виду, финальная комбинация там, видимо, очень похожая. Потому что, честно говоря, я такой партии Ларсена с Петросяном не помню. Вот прям, чтобы один в Я один. тоже не помню. Да. Ну, в общем, Холмс молодец. Так, отдадим должное нашим участникам. Мориарти и Холмсу. Интересный поединок. Все-таки аплодировать не будем, да? Пока? Не будем пока. Как-то мало для этого. Очень надеемся, что вам понравилось. Мы старались как-то объяснить Мы очень старались. доходчиво и в то же время, чтобы было интересно. Мне лично кажется, что подборка классная. Большое спасибо людям, которые этим занимались, которые сделали эту подборку. Надеюсь, вам было интересно. Может быть, в будущем сделаем нечто подобное, какую-нибудь изюминку добавим. Спасибо за внимание. Да, всем пока.